Всем привет, меня зовут Егор Еремеев, и сегодня я нахожусь в Швейцарии, в Монтрео, точнее вот на горе уже. И сегодня мы с вами будем смотреть школу Сюрваль. Это школа для девочек, и школы для девочек существуют не только в Англии с ее традиционным образованием, но также и в Швейцарии. И сегодня мы постараемся посмотреть ее программы, познакомиться с корпусом, узнать побольше о длительном обучении в этой школе и, естественно, о летнем лагере для девочек, которые находятся на ее территории. Посмотрите на эту красоту. Шале. Дальше еще шале. И здесь немножко на видео не видно, но дальше вид на все озеро. Значит, как я сюда добрался? Я прилетел в Женевский аэропорт. От Женевы ехать до Монтрео где-то минут 50. Я ехал на автобусе, также можно доехать на поезде. Ну, в общем, это все очень быстро. И когда приезжаешь в Женеву, естественно, можно взять Uber. Uber стоит порядка 10 франков, то есть не так дорого. Ну, я как бы попробовал общественный транспорт. Я поехал на местном поезде, который едет в гору. Две остановки от центрального вокзала. По времени минут 5 у меня заняло. Ну и вот сейчас я уже вхожу на территорию школы. То есть вот видите, это дорога, это территория школы. И дальше это выглядит вот так. То есть вот я поднимаюсь. Что я могу сказать? Вот я сейчас поднимаюсь, и мое первое впечатление, я подхожу к школе. Вау! Здесь вокруг горы, и вот школа. В школе у нас будет потрясающая возможность пообщаться с представительницей русскоговорящей Ольга, которая сама училась в Германии, потом в Швейцарии, и она сейчас живет в Швейцарии. И она расскажет нам очень много интересного вообще о жизни, об обучении девочек в школе, как происходит интеграция, об истории школы. Вперед, поехали! Школа предлагает курсы расширения кругозора, и это является частью образования непосредственно студентов. То есть каждый день после уроков у нас происходит вот такого вида клубы. Девочки должны участвовать в минимум 2. Клубы в себя включают не только уроки кулинарии, либо же этикета, либо же как правильно себя вести в обществе, но и обязательно еще более академической направленности. То есть это, например, ООН для молодежи, это, например, подготовка к поступлению, изучение разных языков. Например, у нас есть французский язык, и еще мы предлагаем немецкий, итальянский и даже японский языки. Клубы вставлены в их фактически перерывы между классами, между уроками. То есть начинается день у нас подъем в 7:30 утра, с 7:30 до 8:30 у них время подготовиться к школе и позавтракать. Завтрак, обед и ужин у нас всегда шведский стол. Далее у них начинаются уроки с 9 утра и до 12, с 12 до часа у них перерыв на обед. Фактически это время, когда они могут отдохнуть, потому что обычно кушают минут за 20-30. И также они могут еще пойти на эти вот клубы, потому что некоторые клубы происходят в обеденное время. Дальше у них начинаются снова уроки, которые продолжаются до 4:30. И с 4:30 до фактически 6:45 они могут либо же участвовать вот
вот этих же развивающих мероприятиях, клубах, либо же они могут выйти со школы, если родители дадут свое разрешение. Опять-таки, очень большой акцент делается на безопасность студентов, поэтому если есть разрешение на выход в Монтрё, то это будут только наши школьные автобусы, только наши водители, они их свозят вниз, и точно так же они возвращают их обратно в школу. А вот, кстати, вы можете вот сказать немножко историю, как вообще появилась школа? Потому что, как я понимаю, что в Швейцарии это одна школа для девочек. Это на самом деле на французском языке называется «сюрваль». Это фактически над долиной. Это непосредственно столовая. Я вам сейчас хочу провести к нашей зоне кофе, где уже больше старшие девочки любят наслаждаться видом, собственно говоря. И вот там вот у нас стоит кофемашина, где они могут попить кофе, если они хотят. Но в школе также мы больше поддерживаем здоровое питание, поэтому мы обычно готовим наши собственные фреши, они стоят в холодильнике, я вам покажу здесь также наши homemade йогурты и фактически все питание, это то, что предлагается, это будет от местных производителей. Это специально для нас сделали кексик. Нашим студентам очень повезло с проживанием, потому что они живут фактически в бывших номерах, мы называем это суиты, потому что все абсолютно комнаты с удобствами в комнате, все комнаты с балконами и видами на Женевское озеро и Альпы. Мы стараемся также предлагать разного вида мероприятий, например, чаще всего это, конечно, чтобы девочки раскрыли для себя Швейцарию, чтобы они могли попутешествовать, ну и, понятное дело, больше для девочек, например, создание бальзама для губ, либо же мы делаем косметику из местных трав. У нас мы делаем большой акцент на безопасность, и на каждом этаже и на территории школы везде стоят камеры. Камер в комнатах, естественно, нет. Но у нас есть такое понятие, как ночные дежурства и вторая мама. Это значит, что с 5 вечера до 7 утра обязательно приходит женщина, которая психолог и медик по образованию, и она будет на дежурстве фактически внизу в библиотеке сидеть всю ночь, на случай того, если у кого-то что-то заболит, кто-то что-то с кем, фактически там испугается, либо захотят поговорить. Именно для этого мы создаем, опять-таки, поддерживаем вот эту вот семейную атмосферу, создание второго дома, второй семьи. Именно для этого этот сотрудник будет целую ночь сидеть внизу и ждать, если что-то случится не так. Сегодня также у меня была возможность пообщаться с директором школы, и директор, она живет в шале прям в 3 минутах от школы, и она организует сама, скажем так, вечеринки у себя дома для девочек, но это очень классная возможность продемонстрировать, насколько представители учебного заведения, насколько сотрудники учебного заведения, они полностью интегрированы в жизнь студентов. Вот это вот швейцарское шале, где живет директриса школы. Сам Монтрё, как я уже сказал ранее, да, он находится немножко внизу, да, то есть у нас получается за вот этим вот домиком вход в Сюрваль, и вот видите, вот это у нас Монтрё. Если мы поднимаемся из центра Монтрё, у вас займет времени, ну, реально минут 40 пешком, потому что вы будете идти в гору, и в гору серьезно. Вниз это гораздо быстрее, проще и легче. Сюда я приехал на поезде, но это как бы смешно назвать перемещением на поезде, потому что оно заняло у меня 5 минут. Да, вы садитесь и поднимаетесь наверх за 5 минут. Вниз я иду пешком, чтобы прогуляться, посмотреть на красоты. Вот эти все.
Смотрите, интересная вещь. Вот я сейчас спускаюсь с горы. Вот тут у нас, получается, находится школа Сюрваль. И сразу же у нас здесь Женевское озеро. И вот здесь гора. Это как раз где добывается известная на весь мир вода Эвиан. И там есть источники. То есть вы можете туда приехать спокойно, как турист. И бесплатно набрать воду, пить Эвиан. Кстати, важный момент. Неделю назад стартанули уроки, и уже на этих выходных девчонкам организуют визиты в города для того, чтобы познакомиться с Швейцарией поближе и познакомиться с разными кантонами. Как я говорил раньше, да, то есть в Швейцарии говорят на 3 языках: итальянский, немецкий, французский. В школе преподают на английском. Значит, и поедут по разным кантонам с разными языками. Люцерн, Лозанна и так далее. То есть показать, познакомиться. Это вот как раз элемент введения в культуру, знакомства со страной. То есть постоянно организуются какие-то мероприятия, и девчонки не сидят в здании школы. Также отсюда на поезде 3 часа, и вы находитесь где? В Милане. То есть всем, кому нужен шопинг, все это можно спокойно организовать. Если вы, к примеру, запланировали отправить ребенка в школу, в бординговую, на постоянное обучение, естественно, могут возникнуть вопросы, как влиться в среду, как ребенок будет чувствовать себя вдали от дома. Так вот, для этого в школе, ну и не только для этого, да, но в школе существуют летние программы, зимние программы на 3 недели, да, когда вы можете приехать, посмотреть, зимой покататься на лыжах, плюс академические курсы определенные есть. То же самое летом, но без лыж. Ну вот буквально 10 минут я спустился от Сюрваля. Вот приблизительно вот так выглядят улочки Монтрё. Если вы спускаетесь от школы именно к центру города. И вообще в Монтрё проживает очень много известных людей и элиты мировой. Также недалеко от Монтрё, здесь буквально в 15 минутах, жил Булгаков.